Слава Україні! Героям слава! Мова – це зброя, російська мова окупанта, українська понад усе, украинска понад усе. Слышите? Как это уже звучит. Не как лозунг, а как ежедневный ритуал. Как автоматическая подпись под каждым постом. Как обязательный рефрен в каждом телемарафоне. Как вопрос на допросе в ТЦК, в суде, в очереди в аптеке. Мова державна, суржик зрада, російськомовні або вчить, або валіть. Переходь на українську, бо інакше ти посібник ворога. Я Валерий Табаков, юрист, кандидат технических наук, этнический болгарин, для которого русский – это язык родителей, язык книг, язык первых мыслей, первых шуток с друзьями детства. Каждый день я сталкиваюсь с этой новой реальностью. И каждый день вижу, как фраза «украинска» понад усе превращается в нечто гораздо более жесткое. Твоя личная жизнь, твои привычки, твоя семья, твое детство – все это второстепенно, если оно не вписывается в национальный нарратив. Перешел на украинский в 2022. Герой, сознательный, правильный. Остался на русском в 2023, 2024, 2025. Уже подозрительный элемент. Потенциальный коллаборант. Человек, которого можно безнаказанно травить в комментариях, на работе, в подъезде. Пуф, и ты уже в черном списке неблагонадежных. Пуф, и твое видео на русском в ТикТок зарепортят 1000 раз за пропаганду. Пуф, и тебя в комментариях под постом называют ватником, рашистом, недочеловеком, хотя ты просто попросил соседа говорить потише в 23:47. Примеры из моей практики за последние месяцы. Их десятки, если не сотни. Клиентка, 42 года, учительница младших классов в Харькове. Пишет детям задание на русском, потому что дети из прифронтовых сел. Многие только что выехали из оккупации. Русский для них язык безопасности, язык дома. Ее увольняют по статье «Невыполнение языковых требований». В суде суддя спрашивает, а чому ви не перейшли на державну мову? Це ж ваш обов'язок як педагога і громадянина. Обязанность. Слово, от которого у многих начинается нервный тик. Еще один случай. Парень, 27 лет, IT-специалист из Одессы, ведет техподдержку на русском, потому что 70% клиентов компании из русскоязычных регионов Украины, Беларуси, Казахстана. Компания получает предписание от уполномоченного по защите государственного языка. Штраф 17 тысяч гривен и требование перевести всю коммуникацию на украинский в течение 30 дней. Парень пишет мне в личку ночью: «Валерий, я не националист, я не предатель, я просто хочу, чтобы люди получали помощь. Что мне теперь? Уволиться? Уехать? Молчать? Или вот,
совсем свежий кейс из февраля 2026. Мама 3 детей в Днепре выложила в Instagram Stories, как читает детям на ночь Винни-Пуха Заходера по-русски. Через 2 часа скриншоты в местных пабликах, угрозы в директ, звонки от патриотических активистов с вопросом: «Ты что, не уважаешь Украину?» Она удалила сторис, заблокировала аккаунт, неделю не выходила из дома. Ребенок старший спрашивает: «Мам, а почему нельзя читать Винни-Пуха? Он же не русский, он медведь». Мы с вами смотрим на все это через призму права, конституции, здравого смысла и простого человеческого уважения. Статья 10 Конституции Украины «Государственный язык украинский». Но свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств гарантируется. Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская хартия региональных языков, решение ЕСПЧ по языковым вопросам – все это существует. Для нас русский язык – это не идеология, не язык врага, а просто инструмент. Инструмент мысли, любви, памяти, бизнеса, воспитания детей, общения с родителями, которые не захотели, не успели или не смогли переучиться в 60 плюс лет. А теперь давайте, как и договаривались, откроем другой взгляд. Тот, который для многих из нас звучит как нож по стеклу. Если у вас еще не потекли шаровары и не закипела кровь, подтяните пояс потуже и послушайте внимательно. Для значительной и очень громкой части общества язык – это не инструмент, а символ. Символ победы, символ сопротивления, символ национального достоинства. Логика такая. Пока мы говорим по-русски, мы слабое звено. Пока дети читают Пушкина и смотрят смешариков, русский мир внутри нас не побежден. Значит, надо давить все русское. Книги, песни, фильмы, общение, даже мысли. Штрафовать, отменять, заставлять, унижать. Если надо, чтобы человек почувствовал, или ты с нами, или ты никто, ничто, и звать тебя никак. Это нациоцентричный, коллективистский взгляд. Нация и ее символы, в данном случае мова, важнее отдельного человека, его привычек, его комфорта, его детских воспоминаний, его право на частную жизнь. Украина понад усе. Твоя личная жизнь ниже. А теперь противоположная позиция. Индивидуалистическая, эгоистическая или, если хотите, либертарианская. Часто просто человеческая. А с какой, собственно, стати я должен перестраивать всю свою жизнь, всю свою идентичность под чей-то национальный проект? Я родился в этой стране, я плачу здесь налоги, я не совершал преступлений, я не агитирую за Россию. Почему я обязан менять язык, на котором думаю, мечтаю, люблю, работаю? Мой комфорт, моя свобода, моя семья, мои родители, мои дети – это мое, а ваша державна мова – это ваша вера.
не заставляйте меня в нее креститься под угрозой штрафа, блокировки счета или общественного поношения. И вот здесь возникает классический конфликт ценностей. Націоналіст говорить: ти мусиш, бо інакше зрада, бо ти послаблюєш фронт, бо ти допомагаєш ворогу. Індивідуаліст парирує: а мені байдуже, це ваші цінності. Я не просил у вас разрешения говорить по-русски. Оставьте меня в покое, и я оставлю в покое вас. А что, если все начнут так думать? Кто будет защищать мову? Кто будет ходить на языковые курсы? Кто будет стучать на соседей? Ответ этих людей обычно очень простой и честный. А мені все одно. Хочете чисту мову? Робіть це самі. Хочете примушувати? Примушуйте. Но тогда не удивляйтесь, когда люди будут искать пути обхода, уезжать, давать взятки, покупать справки о инвалидности по зрению, молчать в тряпочку или просто тихо ненавидеть систему, которая их заставляет. Представьте себе на минуту, что лично для вас вся эта украинскость вдруг теряет всякую эмоциональную и ценностную нагрузку. Что остается на первом месте? Личная безопасность, здоровье, деньги, свобода передвижения, право говорить с родителями так, как они привыкли, право читать детям те книги, которые они просят, право смотреть фильмы, которые нравятся, право не чувствовать себя виноватым за то, что твой родной язык – это русский. И вдруг в этой картине мира становится абсолютно нормальным и морально оправданным смотреть российские сериалы и не чувствовать угрызений совести, слушать русскую музыку в наушниках в метро, говорить дома по-русски, если даже на улице только по-украински, все вокруг, не знать наизусть список всех гетьманов и не умиляться портрету Шевченко, считать, что языковые инспекторы – это по сути новая политическая полиция, только в более мягкой обертке, открыто говорить, что принуждение к смене языка – это насилие над личностью, и да, иногда даже думать вслух. Может, если бы мы не дергали так сильно за языковые струны в 2014-2021, было бы меньше ненависти и раскола. Звучит максимально мразотно с нашей с вами точки зрения. Безусловно, но для человека, у которого Украина не понад усе, это не мразотно, это просто честно, это просто приоритет своих ценностей над коллективными. Я каждый день вижу эту пропасть в судах, в переписке, в комментариях под моими видео. Вижу матерей, которые плачут, потому что ребенок в школе боится говорить по-русски, даже на перемене. Вижу пенсионеров, которых заставляют заполнять заявление в собезе только на мове, хотя они читать по-украински почти не умеют. Вижу айтишников, которые уезжают в Польшу, Грузию, Сербию не потому что любят Россию, а потому что там никто не лезет к ним в рот с вопросом «А чому російською?». И да, я считаю, что принуждение к смене языка – это та же логика, что и принуждение к мобилизации без выбора, без справедливости, без нормальной ротации. Это логика «государство важнее человека», а я стою на стороне человека. Но реальность 2026 года такова:
идея «мова понад усе» победила. Она победила в Раде, в судах, в соцсетях, в школах, в телевидении, в умах большинства тех, кто громче всех кричит. Если ты хочешь здесь жить, работать, растить детей, получать пенсию, не сидеть под арестом за пост в 2019 году, приходится это учитывать. Можно, конечно, продолжать бороться в судах, я это и делаю. Можно эмигрировать, можно купить справку, можно молчать и ждать, когда это все закончится. Но иллюзия, что я просто буду говорить по-русски и никто меня не тронет, это уже опасная иллюзия. Это нехорошо и неплохо в вакууме. Для государства катастрофически плохо. Теряется лояльность миллионов граждан, растет отчуждение, усиливается эмиграция, падает мотивация что-либо делать для страны. Для конкретного человека, который хочет просто жить своей жизнью, не жертвуя психическим здоровьем и свободой, это часто единственный рациональный путь. А теперь почти под конец хочу напомнить одну очень важную вещь, которую меня учили еще в институте на лекциях по конституционному праву. В Конституции Украины, и это не просто формальность, а принципиальный выбор создателей основного закона, раздел 2 «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» стоит первым. Он идет сразу после раздела 1 «Общее положение» и перед всеми остальными разделами, включая раздел 3 «Выборы, референдум», раздел 4 «Верховная Рада», раздел 5 «Президент», раздел 6 «Кабинет министров», раздел 8 «Правосудие» и так далее. Государство, его органы, его символы, его язык, все это появляется в Конституции после прав человека. И это не случайность, это осознанная иерархия ценностей. Человек и его права первичны, государство вторично. Оно существует для защиты этих прав, а не наоборот. Когда мы начинаем ставить державу, мову, нацию выше конкретного человека и его фундаментальных прав, мы переворачиваем эту иерархию с ног на голову. И именно тогда начинаются все те трагедии, которые мы видим сейчас. Принуждение, травля, отчуждение, эмиграция мозгов и сердец. А ярчайший пример того, к чему приводит доведенный до абсурда национализм в языковой сфере, это дело об убийстве Ирины Фарион и обвиняемого Вячеслава Зинченко. Фарион – человек, который годами делала язык оружием, оскорбляла русскоязычных военных, требовала увольнений, публично унижала людей за их речь, превращала лингвистику в идеологический таран. Ее убили в июле 2024 во Львове. Выстрел в голову, смерть в больнице. Обвиняемый 18-летний парень из Днепра Вячеслав Зинченко, которого держат под стражей уже 1,5 года, на февраль 2026 продление до 9 марта без залога. Доказательства обвинения, адерологическая экспертиза. Запах совпадает на 99,9% по 3 собакам. Косвенные улики. Запись разговора с сокамерником, где он якобы признается в личной неприязни, но потом это отрицает под давлением. Отсутствие прямых улик, вроде ДНК, оружия или видео с четким лицом.
Защита утверждает, Зинченко не похож на человека с камер. Свидетели отрицают его сходство. Возможное давление. Политический контекст. Дочь Фарион, София Особа, активно участвует в процессе. Подает гражданский иск на 15 миллионов гривен. Планирует перечислить в поддержку Легиона Свобода, где погиб ее муж. Обвиняет защиту в затягивании, требует детектора лжи. А вокруг Зинченко сформировалась целая группа поддержки. Люди приходят в суд в футболках с его фото, с плакатами «Зинченко невиновен», волю Зинченко футболисту, сыну защитника Украины. Спорят с Софией Особой и ее сторонниками прямо в зале, снимают видео, ведут трансляции. Они из разных городов, называют дело сфабрикованным, политическим, мотивированным ненавистью к неправильным взглядам. Это не просто суд, это поле битвы двух радикальных мировоззрений. Один видит в языке священную корову, за которую можно и нужно убивать или хотя бы ненавидеть до смерти. Другой видит в таком подходе фашизм и реагирует соответственно. Я разбирал это дело подробно в своих видео. Презумпция невиновности пока работает. Сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Прямых улик нет. Дело может развалиться, но сам факт существования такой группы поддержки показывает, когда национализм переходит в агрессию и принуждение, он рождает зеркальный ответ от радикалов другой стороны. И в итоге страдает не только Фарион или Зинченко, страдает вся страна, потому что вместо права и диалога мы получаем ненависть, суды как арену и поляризацию до предела. Дисклеймер, потому что без него меня опять обвинят в зраде. Я не призываю валить из страны. Я не говорю, что украинский язык не нужен или вреден. Я не против украинизации там, где она добровольная, мягкая, мотивирующая. Я описываю, как мыслят миллионы людей, которых вы называете зрадниками, ватниками, коллаборантами, а они себя таковыми не считают. Они считают себя просто людьми, которые хотят жить без постоянного чувства вины за свой язык. Если вам это неприятно читать, понимаю. Если хочется поспорить, пишите в комментариях, согласны, не согласны, считаете, что принуждение оправдано войной, или считаете, что права человека важнее символов. Готовы ли вы лично заставлять бабушку 75 лет учить украинский, чтобы она могла получить субсидию? Готовы ли вы штрафовать маму за то, что она поет ребенку колыбельную на русском? Буду благодарен за лайк, репост, подписку, комментарий и, конечно, за поддержку донатами канала. Без вас я как украинская судебная система без независимости. Громко кричит о справедливости, но на деле почти бессильна. Ссылки на Монобанк, на Приват, на болгарский Фигбанк в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Если вы бренд, хотите рекламу у юриста, который не боится говорить то, о чем другие молчат, пишите на почту. Слава праву, свободу слову, волю людям, а не символам. Ваш юрист для русскоязычных украинцев Валерий Табаков.